Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 5 июня, понедельник. Ну и как гласит ставший уже весьма популярным ролик, сделанный в ВСУ, объявления о начале наступления не будет. Loose lips sink ships, как говорили американцы во время Второй мировой войны. Планы военные, наступление и все, что ведет к победе, это требует тишины. С этим вполне абсолютно согласен. Но пару замечаний я сделаю. Вообще-то то, что сейчас происходит, мы с вами уже обсуждали. Это до этого обсуждали многие военные аналитики Соединенных Штатов и стран НАТО. Идет разведка боем по многим направлениям, ну а дальше по тексту. Хотел обратить внимание вот еще на что. Это было раннее утро, наверное, в Мордоре, когда Коношенко проснулся и, наверное, не успев почистить зубы, бодро отрапортовал о том, что мощное наступление ВСУ отбито, и отбил его лично генерал Герасимов, который в это время был лично на передовой, когда это генерал Лапин. Ну вот это, конечно, это характеризует. То есть черт с ним. Самое главное, что там происходит на самом деле, самое главное отрапортовать начальнику. Вот с этим я заснул, прочитав это сообщение и отметив, какую рань Коношенко сделал, и Герасимов отрапортовали об этом. А сегодня я проснулся и почитал, и там уже совсем другая картина. Ну и еще незабываемое, конечно, я запомню это на всю оставшуюся жизнь, это маленькое видео признания подполковника, командира бригады Вооруженных сил Российской Федерации, который признается, что он по собственной инициативе, вознелюбив фактически бандитское уголовное формирование под названием «Вагнер», обстрелял его, был захвачен в плен, и теперь он раскаивается. Ну, это понятно, что он выполнял задание Верховного командования. И вот эти бандиты теперь на весь мир показывают, что они могут делать с этим командованием. Это весьма, я считаю, что это как предвестник. Вот знаете, когда император, он тогда еще не был императором, Константин, думал, переходить ему через Рубикон или не переходить, и посмотрел в небо, увидев знамение, там якобы он увидел образ Христа, понял, что надо переходить, брать власть в свои руки, ну и пошло-поехало, все было хорошо. То есть это вот это признание, это знамение, это вот как капля воды может отражать химическое состояние всего водоема. Это состояние второй армии мира в Украине, как это остроумно заметил госсекретарь Блинкен. Ну, а в основном сегодня я хотел бы с вами обсудить, так сказать, общий контекст. То есть, чтобы понимать детали, что нас ждет, надо понимать общий контекст, в котором эти детали имеют место быть. И сегодня, ну вот смотрите, я вам только перечислю, что произошло буквально за последнюю неделю. То есть вот-вот намечалось улучшение вроде американо-китайских отношений. И вдруг бах! Китайский корабль проходит, буквально срезает, идет на перерез американского. Они разминулись на расстоянии 150 ярдов, в общем, 150 где-то метров. Чуть не произошло столкновение. До этого, за неделю, китайский истребитель проходит опять-таки поблизости. Всего там даже меньше было расстояние, около 20, что ли, 30 метров. И американский самолет-разведчик попал в зону турбулентности, его так прилично встряхнуло. Китайский министр иностранных дел отказался встречаться в Сингапуре на встрече Шангри-Ла, которая привлекла внимание 600 делегатов из, по-моему, около 50 стран. Сильный такой форум был, мы с ним об этом еще поговорим. И после этого там выступил министр обороны Остин, который сказал, что, в общем-то, конфликт, напряженность во взаимных отношениях, в том числе военной, между Китаем и Соединенными Штатами значительно нарастает. Одновременно, я вам рассказывал в одном из самых последних видео,
представители стран НАТО заявили, что растет возможность прямой конфронтации между Россией и НАТО к этому готово. То есть уже никаких особых по этому поводу опасений. Так, ах, не дай бог, даже страшно подумать. Одновременно с началом того, о чем нельзя говорить, согласно ролику ВСУ, я это правильно подчеркиваю, одновременно в информационном пространстве Соединенных Штатов появилось несколько существенных материалов, на которые я бы обратил внимание. Это материалы людей, которые так или иначе связаны с Кремлем. И смысл их сводится к тому, что надо срочно прекращать это кровопролитие, эту войну. В ней никто не выиграет, уже никто не выиграет. И поэтому необходимо вот фиксировать там, где оно есть и так далее. То есть впадает полностью где-то как-то так попадает в общее русло тех рассуждений, тех мирных так называемых предложений, которые мы видели в последнее время от Китая и некоторых представителей глобального юга, которые Китай, значит, сейчас пытается оседлать. И вот одно, да, еще Милли выступил буквально сегодня, председатель Объединенного комитета начальников штабов. В интервью телекомпании CNN он заявил, что эскалация между Китаем и Соединенными Штатами, Россией, она реальна, она возможна. Ну и высказался в том духе, что если она произойдет, то она будет губительна прежде всего для Российской Федерации. Вот это, так сказать, канва или бэкграунд, фон, на котором происходят последние действия на полях сражений Украины. Так вот, возвращаясь к общей картине, хочу вам ее обрисовать, из чего в конце мы попытаемся предугадать исход вот этих военных действий, которые сейчас разворачиваются в Украине. Мы говорили, я вас знакомил с элементами этой концепции раньше, но сейчас она появилась в совершенно законченном виде. Помните, мы говорили с вами о битве за Украину, да, это, значит, столкновение между двумя лагерями, это сил добра и зла или сил демократии против сил авторитаризма. Затем рассматривали войну в Украине в плане взаимоотношений между, с одной стороны, НАТО, а с другой стороны, неформального блока Россия и Китай. А вот теперь сформировался как бы в законченном виде следующая концепция, что то, что сейчас происходит, это битва за Евразию. Евразия – это суперконтинент, в который входит Европа и Азия. Одним из разработчиков этой концепции, ее, так сказать, презентером, что ли, является профессор или стипендиат, как его называют, Генри Киссинджера, профессор Джонс Хопкинс университета. Он также работал в Институте американского предпринимательства. Ну, то есть сам факт, что его имя ассоциируется со стипендией Генри Киссинджера, говорит о том, что человек стратегического видения. Так вот, значит, с его точки зрения, все события в мире и все вот предыдущие две мировые войны или войны, начиная с Первая мировая война, Вторая мировая война, это были фактически битвы за контроль над Евразией. Первая мировая война, один из, так сказать, двигателей этой войны и зачинщиков, Германия, в ходе этой войны хотела захватить территорию вплоть до Кавказа, с тем, чтобы поставить под контроль нефтяные
месторождения там на Каспии. Вторая мировая война. Здесь интересы контроля над Евразией были еще более выраженные. То есть, с одной стороны, Германия наступает, с другой стороны, Япония захватывает, то есть Германия европейскую часть континента, суперконтинента, Япония азиатскую часть, и они встречаются где-нибудь там в районе Урала. То есть совершенно ясно. Затем, после Второй мировой войны, наступила эпоха относительного затишья, в ходе которого практически все контролировали Соединенные Штаты Америки. Это была эпоха глобализма, на которой, кстати, и вырос Китай. И хорошо на этом поднялся. Задача Соединенных Штатов традиционно состояла в том, чтобы держать, профессор откровенно пишет, чтобы держать вот этот игроков на евразийском континенте как-то так в стороне друг от друга. А главные игроки там это был Советский Союз, Китай, теперь Россия, Китай. То есть надо как-то так их расколоть, чтобы они не объединились, потому что дальше эта Евразия превращается в страшную силу. И вот, значит, мы с вами неоднократно говорили, величайшее преимущество США и других союзников Украины в нынешней ситуации – это то, что у нас масса союзников, как минимум 50, если судить по контактной группе в Рамштайне. В то время, когда Китай, говорили мы, он практически один. Он только собирается, он только прилагает усилия для того, чтобы сколотить какой-то блок. Но этот блок он сколачивает мягкой силой, это не военный блок, даже не политический. Это вот все было до последнего момента. И вот за последние полтора года, примерно полтора года, с тех пор, как началась российская агрессия, в этом деле произошли колоссальные изменения. В то время, когда США формировала свои блоки против Китая, а значит в поддержку Украины, включая тот же самый AUKUS, включая КВОД, в это время внутри, вот в центре буквально евразийского континента возникла своя группировка, которая включает в себя Китай, Россию, Иран, Северную Корею в какой-то степени. Авторы этой концепции называют эти страны ревизионистскими, потому что их целью является ревизия сложившегося миропорядка после Второй мировой войны. Они хотят его расшатать, разрушить, поменять каким-то образом и установить свой миропорядок. По этому поводу, опять-таки, я вам говорил об этом в деталях. То Китай говорил, что он хочет отколоть от нынешнего миропорядка свою часть, это глобальный юг, и, так сказать, царить там. С другой стороны, они говорили, что мы не хотим откалывать, но мы хотим больше права голоса в нынешнем миропорядке. То есть в каждой концепции у каждого представителя есть нюансы, я вам рассказываю просто о глобальных, так сказать, вехах, основных вехах или положениях этой теории. В принципе, я считаю, что это в достаточной степени правильно объясняет практически все, что сейчас происходит в мире вокруг Украины, вокруг того, что сейчас началось, о чем нельзя обсуждать на полях сражений. Так вот, вот сложился этот костяк этих стран. В основе чего? Это своего рода, некоторые из них это изгои, такие как Иран и Северная Корея. Китай – это растущий доминант, человек, который хочет стать альфа-самцом. Путин – это такой побитый бобик из подворотни, страна которого вдруг оказалась после 30 лет невиданных денег, которые на нее хлынули, обрушились, которые были разворованы, в результате чего Россия была фактически разграблена в невероятных за всю свою историю масштабах.
И вот теперь оказалось, что, ну, если понты убрать, если убрать, как у Портоса, помните, золотая перевесь была, а там под плащом скрывалась другая часть этой перевязи, которая была из каких-то тряпок сшита, так и путинская Россия, потемкинская деревня. Так вот он решил подсуетиться под растущее устремление Китая, но и сыграть свой гамбит. И мы рассказывали, то есть мы с вами обсуждали, это вот практически полностью входит в эту теорию, что было задумано товарищем Си и товарищем Пу, когда во время Олимпийских игр, буквально за пару недель до решения о вторжении в Россию, Пу слетал в Пекин и вернулся оттуда одухотворенный и замутил это вторжение. То есть идея состояла в том, в случае удачи, которую свято обещал Путин Си Цзиньпину, Россия ставит под контроль Украину, затем поглощает Беларусь. Россия, как ни крути, она вассал Китая, и таким образом вся сердцевина Евразии оказывается под одним владычеством одной стороны, и это Китай. Такого не было никогда, но со времен, наверное, того, что называют монголо-татарской империей, времен, основоположник которого был Чингисхан. Ну, может быть, некоторое время, да, это азиатское. До этого, ну, тогда это был европейский, так сказать, вариант был походы Александра Македонского. Ну, тогда тоже Евразия, но на короткий промежуток времени, и все-таки европейцы установили контроль. А тут вот впервые такой вариант, после Чингисхана и его потомков, Китай все это подгребал бы под себя и становился единоличным лидером во всем мире. И тут надо отдать должное. То есть у кого-то в Кремле хватило, что-то щелкнуло в мозгу, и давайте попытаемся вскочить на поезд, более успешный, более новый, более мощный паровоз под названием Китай. Ну, после того, как это не удалось, после того, как это вылилось, вот практически, многие говорят, стратегическое поражение России в Украине, сейчас события приняли долго такой вялый, что ли, но если не считать вялый, если не считать вот нынешнее развитие событий. Ну, скажем так, это не 3 дня и не неделя, это уже 1,5 года, а там еще до конца это 2 года будет, и так далее. Ситуация сложилась совсем иначе, и незаметно как-то, чего никто не ожидал. Еще 3 месяца назад американские аналитики писали, что вот у нас есть неоспоримое преимущество над Китаем и Россией, наши союзы, и вдруг теперь в центре Евразии возникает вот то, что сейчас аналитики называют евразийская крепость или евразийский вызов странам Запада, Соединенным Штатам и Украине. То есть Китай, Россия, Иран и, как говорят в какой-то степени, Северная Корея. Что их объединяет? Их объединяет оппортунизм. То есть часть из них – это изгои, Иран и Северная Корея. Они хотят, но они под санкциями, давно под санкциями. Они страдали под этими санкциями. Но они сейчас хотят выехать на хребте, прежде всего, Китая, ну, в какой-то степени России, и как-то так улучшить свою ситуацию. Для этого, значит, они продают себя фактически за какие-то там денежные вливания со стороны Китая. А между ними устанавливается, это еще не военно-политический блок, но, как пишут американские аналитики, эта тенденция движется в сторону возникновения военно-политического блока, потому что, ну, в политическом блоке они уже голосуют в Организации Объединенных Наций. Они поддерживают Россию
ее позицию, в ее агрессии против Украины на различных форумах, там, или это ШОС, или это БРИКС. Это совместное вот военное сотрудничество, которое, оно еще противоречиво, особенно что касается Китая. То есть Китай все-таки боится западных санкций, он делает это все осторожно, но, как говорят американские, опять-таки, исследователи, в ответ на заявление из Пекина, что мы не собираемся создавать военно-политический блок, военный блок с Россией, американские аналитики говорят, да и не надо военного политического блока. Достаточно, чтобы Китай начал помогать России по полной программе хотя бы чипами. Или хотя бы поставками в значительных масштабах боекомплектов. Там, да? Или же помог бы создать совершенно соответствующие мощности в Иране или на российской территории для производства этого там и так далее. Это могло бы иметь серьезное влияние для того, чтобы сдвинуть ситуацию в пользу Российской Федерации. То есть это еще не полноценный альянс автократий, однако это блок противников Запада, а следовательно и Украины, более сплоченный и более опасный, чем за всю историю после Второй мировой войны. Вы вдумайтесь в эту фразу. То есть вот внезапно, вдруг откуда ни возьмись, и появилось это чудо, которое более опасно, чем что-либо существовавшее с 1945 года. Что делать в этой ситуации? Странам Запада некуда деваться, а вместе с ними и Украине. То есть нужно обеспечить раскол между вот этими автократами, которые находятся в центре этой Евразии. И таким образом, сохранять там равновесие. И Соединенные Штаты создают именно для этой цели коалицию сил добра или демократических союзников на окраине этого евразийского суперконтинента против группы соперников, которые находятся в центре этого. Но помимо вот этой группировки ревизионистских государств, автократических, есть еще целый ряд других государств, которые пытаются эксплуатировать Россия, Китай, Иран, Северная Корея. Это прежде всего Турция, Саудовская Аравия и Индия. По поводу Индии идет борьба дипломатическая. Американцы объявляют вторичные санкции против китайских компаний, но они не спешат это делать против индийских. Индию уговаривают, потому что, как демократическая страна с демократической экономикой, с рыночной экономикой, Индия, по идее, должна быть в союзе с западными странами. Но давние десятилетиями связи, налаженные с Москвой, затем оппортунизм, желание сделать денежку в такой благоприятный момент, просто халява, извините, подвернулась. Как-то так вот Индию поставил в ряд вот этих государств, которые я вам сейчас только что назвал. Саудовская Аравия. Саудовская Аравия – это государство, в которое принц по своей природе является гопник с голубой кровью, с голубыми кровями. Это, конечно, парадокс для меня. Сошлись два гопника, один из подворотни питерской, шалопай и отморозок, и, с другой стороны, наследный принц Саудовской Аравии. Это первое. А второе, у него амбиции, он молод, он будет еще 50 лет, как говорят здесь, руководить этим государством. Он решил поиграться. Но осторожно. То есть то, что он там возьмет в некоторых вопросах с Путиным, это не значит, что не полностью. То есть тут каждая сторона – это оппортунисты. Они используют каждый момент для того, чтобы прежде всего сделать себе деньги, и по возможности решить какие-то политические свои задачи. Турция. Турция
Но тут вспоминается история недавняя, во время завершившейся вот-вот переизбранием Эрдогана президентской кампании, тогдашний министр внутренних дел кричал с надрывом публике. То есть он позиционировал Эрдогана как человека, который вообще поднял Турцию на такую высоту, на которой она не была 300 лет, сделал совершенно независимой. И прежде всего от проклятой Америки. Он кричал там на американского посла публично: уберите свои грязные руки от Турции. И если Эрдоган будет переизбран, а он будет переизбран, то мы вышибем отсюда, вычистим всех предателей, прежде всего тех, которые ориентируются на Соединенные Штаты. Вот такая, ну, вы знаете, что такое Турция. То есть я бы сформулировал так. Там, где можно сделать бабки, бабло, Турция в деле. Тут она может посотрудничать с Украиной, может продать, а иногда она продает и туда, и сюда. Но когда можно ставить стратегически палки в колеса Западу в отношении украинского вопроса войны между Украиной и Россией, то Турция не как-то так по мановению волшебной палочки становится вот спойлером. Ну, последний случай, это вообще невероятно. Читаю, позавчера, по-моему, это дело было. Ну, в общем, буквально на следующий день после того, как стало известно, вчера, да, буквально на следующий день после избрания Эрдогана. С утра читаю со ссылкой на Расмуссена о том, что на предстоящем в Вильнюсе сессии НАТО будет решен вопрос о принятии Швеции. Все, Швеция приняла закон о борьбе с терроризмом. Она обещала отказаться от поставок эмбарго оружия. Короче говоря, она приняла все условия Турции. Все, теперь Турция уже обязалась якобы снять свои возражения, и в Вильнюсе Швеция станет членом НАТО. Проходит несколько часов к вечеру, бах, все смешалось в доме Облонских. Все, уже опять Турция недовольна, Турция опять чего-то требует там и так далее. То есть это вот такой перманентный спойлер. Но и это еще не все. То есть вот эти три страны, которые близко достаточно примыкают. Но опять-таки Индия, она в стороне. У меня на Индию есть надежды, тем более, что буквально пару недель назад Индия заявила, что достаточно резко сокращает закупки российской нефти и нефтепродуктов. А вот Турция, Саудовская Аравия – это такие вот темные. Саудовская Аравия вообще полугопническая страна, да и Турция достаточно близка к этому. То есть эти лидеры, они по своему характеру, по природе близки к Путину. Они понимают друг друга. Это, так сказать, гопнический, я бы назвал, помните, был третий интернационал, а этот я бы назвал четвертый или пятый, там, гопнический интернационал. Но есть и еще целая группа стран, и их много. Глобальный юг. Что это такое? За последние где-то 20 лет большое количество стран, которые 20 лет назад были, ну, так себе. Это были неприсоединившиеся, развивающиеся страны, которые не имели своего «я». То есть экономика у них не актив, какая была. Население у нее достаточно бедное было. А в связи с тем, что они не были богатыми, экономически хорошо развитыми, у них и амбиции, претензии на международной арене было не очень. Но за последние 20 лет все смешалось, все изменилось. И знаете, дорогие друзья, когда я читаю это, вот 20-30 лет, какой рывок сделали эти страны, это Индонезия, Таиланд, который стал второй экономикой в Юго-Восточной Азии, Бразилия. А я вот смотрю на Украину, и неоднократно вам говорил, ну, сердце просто разрывается из того, что произошло с Украиной за эти же годы. То есть самая богатая республика,
Советского Союза была разграблена до основания, доведена до ручки, до состояния беднейшей страны Европы. И это внутренний ее враг. Это тот шашель, который точит ее изнутри все 30 лет. И мы знаем, кто это такой и кто это такие. Это вот второй внутренний фронт. Ну ладно, это так. Просто взбешивает иногда, я вам скажу так, вот, когда смотришь, думаешь о своем на фоне общего происходящего в мире. Так вот, за 20 лет эти страны изменились, и теперь они требуют признания своего собственного «я». Это Индонезия, это Бразилия, ну, вот это самое главное. Потом Южная Африка, хотя она так не такой же рывок большой сделала, но там было, да, после того, как развалился этот апартеид, был период разброда шатаний и так далее. И вот они тоже оказались, ну, не в одной лодке с авторитарными странами, которые я вам обозначил в самом начале, но близкими с ними потенциальными союзниками. Это оппортунисты, прежде всего, которые хотят половить рыбку в мутной воде, приобрести какую-то денежку, за лояльность получить от Китая. Ну и вот таким образом что-то приобрести, вытащить себе каштаны из огня. Но это своего рода, можно сказать так, даже мародерство. То есть что-то заполучить на чужом горе, на той крови, которая проливается сейчас в Украине. Парадокс ситуации состоит в том, что агрессия России против Украины и затянувшаяся война, она ускорила интеграцию вот этих нехороших игроков в евразийском ядре мира, как это пишут сторонники этой теории. Ну и самая большая озабоченность вызывает, конечно, рост военно-политического сотрудничества между ними. То есть война, агрессия России против Украины, она порождает напряженность, глобальную напряженность по всему миру. И в этих условиях вот эти страны для самозащиты, в том числе для самозащиты, ускоряют интеграцию, ускоряют сотрудничество друг с другом. Повторяю, самое опасное – это военное, прежде всего военное. Ну и тут описывается, вы знаете, мы неоднократно говорили, развитие военного сотрудничества между Россией и Ираном. Вот, кстати, отношения, вот сторонники этой теории считают, что развитие военных отношений между Россией и Ираном подошло уже к той точке, когда можно говорить практически о военном союзе. Это не так в отношении Москвы и Пекина, не так в отношении Пхеньяна и Москвы. Там ситуация другая, мы обсуждали ее, вы знаете ее. Но неизвестно, как оно будет дальше, по мере того, как дальше будет развиваться война в Украине. Помимо развития военных отношений, сотрудничества между вот этими странами Евразийского альянса или Евразийской крепости, они распространяются на глобальные тенденции, так сказать. Китаю нужны транспортные пути, которые связывали бы Китай с источниками сырья на Ближнем Востоке и с рынками в Европе. Для этого они используют военно-морской флот Южной Африки, Ирана, Российской Федерации. Они реструктурируют всю международную торговлю, они перекраивают пути, основные торгово-экономические пути. Вот
один пояс, один путь, да, который должен был и идет в основном, строится в основном из Китая в Европу. Но в связи с напряженной ситуацией, и непонятной, Россия попала в непонятную турбулентную ситуацию. Теперь, значит, что делает еще Россия с Ираном? Они строят торговый путь север-юг. Он, конечно, никоим образом не заменит один пояс, один путь, но, тем не менее, это важно. Это важный стратегический вектор. Далее, полным ходом Китай и Россия создают торговый путь через Северный Ледовитый океан, чему способствует глобальное потепление. То есть это так называемый Северный морской путь. Затем попытки, стремления вытеснить доллар из взаиморасчетов и перейти, ну, по крайней мере, на юань. Ну, в ближайшей перспективе аналитики на Западе, во всяком случае, оценивают это достаточно скептично, по той причине, что юань не является свободно конвертируемой валютой. Это не рыночная валюта, она полностью находится под контролем Центрального банка Китая, государственного учреждения. Поэтому, так, перспектива достаточно туманная, неопределенная, но тенденция налицо. То есть речь идет не просто о создании военного, политического, но и экономического, стратегического союза стран, которые находятся вот в центре того суперконтинента, который определял прогресс человечества, ну, за все прошедшее время, историческое время, о котором мы знаем с вами, с историей, да. И это явление совершенно беспрецедентное. Ну и, наконец, последнее, как говорят, вишенка на торте, это то, что связи с ними, этот блок становится еще и идеологически, и интеллектуально более сплоченным. Интеллектуально это вообще фантастика. То есть всегда между Европой и Азией была какая-то разница, иногда барьер. Не зря говорят так в полушутку, полусерьез, Восток – дело тонкое. Теперь в Мордоре начинают отказываться от преподавания или сводить к минимуму преподавания английского языка, начинают изучать китайский. То есть, вы знаете, такой вот в истории, когда имело место так называемая монголо-татарская, да, когда Россия была частью монголо-татарской, как ее называли, империи. Вы помните, какая была там империя-то? Они не сидели, так сказать, их оккупационные войска не были на территории России и других государств. Они назначали туда, давали ярлык на княжение своим смотрящим. Время от времени, когда надо, посылали туда свои отряды для того, чтобы навести порядок Александру Невскому, для того, чтобы подавить восстание новгородцев. Но они никогда не пытались, применим этот условный термин, они никогда не стремились произвести монголоизацию местного населения. Они несли свой мир, им плевать было какой-то мир. Они даже религию не трогали. Им главное, чтобы язык, налог платили и все. А теперь, вот видите, Мордор, он сам рвется. Скоро, значит, китайский язык, скоро модные операции у российских красавиц будет сужение, не расширение, а сужение глаз, наверное. То есть это говорит уже о чем-то. Культурная, идеологическая экспансия – это значит, но фактически это значит растворение так называемого русского мира, из чего все это начиналось, агрессия Путина против Украины, она летит к черту в тартарары, вместо этого происходит, вместо русского мира происходит китаизация того, что тех ошметок, которые остались от так называемого русского мира. Ну, есть, конечно, ограничения во всем этом, да, то есть и север-юг,
этот коридор торгово-экономический не так силен. И Китай боится полностью открытых военных отношений с Российской Федерацией, потому что самый главный торгово-экономический партнер у Китая – это все-таки Европа. Но тем не менее, факт остается, резюме всего этой истории, что вот это создание этого альянса, крепость Евразия, как ее называют, она существенно осложняет жизнь западным союзникам и Украине вместе взятых. Разрешить сложившуюся ситуацию путем каких-то переговоров там мирных за круглым столом практически невозможно. Во всяком случае, это невозможно сделать без окончания российской агрессии против Украины, без окончания этой войны. Далее. Война, она может заканчиваться по-разному. Кстати, в одной из следующих я вам еще один опус по поводу того, как сторонники России пытаются через Запад, через свою агентуру протащить идею урегулирования, так сказать, вариант окончания войны в Украине по их стандартам. Но, значит, понятно, что урегулировать, то есть решить вот эту ситуацию глобальную можно только через победу однозначную Украины в этой войне. То есть Запад не может просто сейчас позволить России победить, вот исходя из этой концепции, потому что все, тогда фактически побеждает та идея, тот план, который в самом начале вынашивали Си и Пу, когда Си благословил Пу на вторжение в Украину. Это не решение вопроса, это никоим образом не может стать предметом урегулирования. Потому что победа ревизионистских этих государств означала бы подчинение всего мира, всего западного мира, коалиции Китая и китайских вассалов в лице Российской Федерации, ну и прочих союзников, временных или постоянных. И это, если бы это произошло, это было бы коренное, беспрецедентное переформатирование всего миропорядка, которого вот мы знаем за все время, пока мы знаем историю. Никогда такого не было. Ну, может быть, опять-таки, за какое-то время того, что называлось монголо-татарская империя, но она была такая условная, потому что то есть она не была такой жесткой империей. Там самое главное было, чтобы доставляли язык. И, кстати, не так уже и много по сравнению с тем, что какой язык или налог сейчас собирает Москва из тех земель, которые входят в состав Российской Федерации. Из этого следует, дорогие друзья, что вот то, о чем сейчас нельзя говорить, то, что сейчас развивается в военном отношении на просторах Украины, оно просто обречено закончиться поражением одного из этих ревизионистских государств под названием Российская Федерация. Поэтому я смотрю в будущее с большим оптимизмом. На Западе понимают эту ситуацию. И вы, наверное, заметили, как в последнее время активизировалось, то есть стал более радикальный подход западных государств к оказанию помощи Украине. Есть проблемы, но вы знаете почему. Не потому, что там какой-то сидит злой гений, а потому что первый вопрос – это избежать страшного ядерной войны. Вот. Он как-то так трудно пробивал себе дорогу в головах, в умах тех людей, которые принимали решения, прежде всего в Вашингтоне. Но, судя по всему, это сейчас произошло, поэтому, господа, в этой ситуации я
с оптимизмом смотрю на предстоящие баталии. Слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, желаю, как обычно, выдержки, мужества и твердой уверенности в неизбежности нашей победы. До новых скорых встреч!